привет, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Поверите ли вы, что при помощи такого серьезного мужского инструмента, как паяльник, и с помощью вот такой ленты органзы легкой, у нас могут получиться с вами такие маленькие нежнейшие розочки. Сегодня шаг за шагом в своем видеоуроке покажу вам, как сделать такую красоту. Оставайтесь со мной, друзья, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Делитесь моими видеоуроками со своими друзьями и близкими. Давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы с вами делаем нежные розочки из органзы при помощи паяльника. Перед тем, как я буду показывать детали изготовления этих розочек, нам нужно сделать с вами стратегически важную вещь. Это вот такой вот шаблончик, изготовленный мною вручную из подручных материалов. Такой шаблон позволит нам, не обжигая ручки, наделать много заготовок для лепестка розы. Один шаблон поменьше, другой побольше. А что нам для этого нужно? Нужен квадрат бумаги, отрывные листочки у меня здесь есть, фрагмент пивной банки или банки от газированного напитка, ножницы, стержень карандаша, тупой его конец, либо вот такая вот соломинка бумажная, сделанная из картона. Клей, момент кристалла. Я использую клей, чтобы укрепить соломинку на нашей заготовке. Итак, для розочки побольше я взяла за основу 10-рублевую монету. Для розочки поменьше я взяла за основу монету 10 копеек. Итак, изготовим шаблон поменьше для вот такой маленькой миниатюрной розочки. Вот этот вот листочек мы складываем пополам. И еще раз пополам. Линия сгиба у нас внизу. И помещаем вот так вот в этот нижний уголок монету. Либо побольше, либо поменьше. Обводим ручкой. Вырезаем. Получаем вот такой вот бумажный цветочек. Далее нам нужно перенести этот цветочек на материал от жестяной банки. Обвожу ручкой и вырежу ножницами. Материал отлично режется. Лишнее убираем. И очень важно, да, чтобы мы не обжигали потом пальчики, потому что паяльник очень горячий. Наношу на серединку нашего шаблона каплю
суперклея или клея Момент Кристалл. Прислоняем нашу соломинку и держим, пока клей не застынет. Вот таких шаблончиков можно сделать несколько разных форматов. У меня они уже готовы, и сейчас покажу вам по шагам, как изготавливать. Значит, пока я включаю разогреваться паяльник, расскажу вам, что нам еще нужно для изготовления розочки. Ну, во-первых, это фетровый кружок и то, куда вы будете крепить розу. У меня это маленькая такая заколка, уточка, длиной несколько сантиметров, да, так скажем. Можно заранее подготовить кружок из фетра. Согнув его пополам, сделать 2 надреза, чтобы вот эту спинку заколки установить, кружочек установить на спинку заколки, куда мы потом прикрепим розочку. Основной материал, из которого сделаны эти розы, это органза. Вот такие вот заготовки вырезала я для розовой розы побольше из ленты органзы шириной 7,5 сантиметров. Для розочки поменьше подойдет стандартная ширина ленты органзы, ширина 5 сантиметров. Сегодня делать будем такую ярко-красную розу. Скажу, что можно купить ткань органзу, не обязательно покупать именно органзу в ленте. Желтая розочка сделана вот с такой ленты органзы. Значит, для вот такой вот розы нам понадобится примерно 30 штук вот таких вот заготовок вырезать при помощи шаблона из органзы. Для маленькой розочки то же самое. Итак, я уже заранее ленту нарезала на фрагменты, чтобы удобнее было работать. И, значит, подготовить мы должны термостойкую поверхность. У меня вот такая вот подставочка под горячее. Можно взять тарелку, не нужно, с плоским донышком. Вот здесь у меня должно поместиться 3 лепесточка. Начинаю вырезать из ткани при помощи паяльника наши заготовочки. Как видите, если бы не было вот этого длинного стержня в нашем шаблоне, работать было бы значительно сложнее. Во-первых, нам нужно прижать ткань, чтобы она не ездила. Отделяем аккуратненько заготовки от ленты. И берем следующий отрезок ткани.
Когда 30 штук таких заготовочек у нас готовы, то паяльник уже можно будет выключить. И далее для работы нам понадобится термоклей. Включаю разогреваться клеевой пистолет. Конечно, кто-то спрашивал, да, удобнее всегда для мелких работ, для цветочков пользоваться маленьким термоклеем. Да. Он еще бывает в более крупном размере для каких-то строительных работ. Я использую маленький. Итак, разогревается мой клеевой пистолет. Далее нам понадобится зажигалка, термоклей и заготовочки. Лепесточки вот эти нужно тоже подготовить. Также для удобства работы я пользуюсь пинцетом. Итак, что нужно сделать с этими лепестками? Один элемент вот такой мы оставляем в неприкосновенности. Он нам нужен для донышка розы. А все остальное мы поступаем следующим образом. Складываем напополам, еще раз складываем пополам, получаем вот такой вот сектор. Да? Вот здесь у нас сгиб. Мы отрезаем небольшой краешек ножницами, захватываем пинцетом и приплавляем. Сплавляем все слои ленты при помощи огня зажигалки. Вот это будет у нас вот такой вот лепесточек розы. Если здесь у нас неровно обработались края, мы можем быстренько лишние ниточки приплавить, да, чтобы аккуратно смотрелся лепесточек. Складываем пополам, еще раз пополам. Сгиб у нас внизу, вот этот уголок, его отрезаем. Склеиваем огнем. Так, все лепесточки у меня подготовлены. И начнем делать серединку розы. Для этого я наношу клей на основание лепесточка и начинаю его скручивать.
Да, вот таким вот образом. Наношу полосочку клея. Скручиваю в трубочку. Это начало нашей розы. Вот такая трубочка. Теперь берем второй лепесточек, трубочку держим вниз и оборачиваем одним лепесточком, следующим, да, вторым лепесточком вот эту вот основу также на термоклей. Третий лепесток клеим. К основанию серединки розы. Клею четвертый лепесток. Работа довольно кропотливая, потому что розочка очень мелкая. С лепестками покрупнее работать удобнее. Наращиваем массу нашей розочки, клеим еще несколько лепесточков последовательно друг за другом. Серединку можно пока отложить и заняться основанием розочки, да? Вот мы видим нашу заготовочку и будем подклеивать по 4 лепесточка в каждом ряду. Маленькую каплю клея наношу и симметрично основанию устанавливаю первый лепесточек. Далее второй, третий, четвертый. На капельку клея третий и четвертый. Второй ряд клеим между лепестками первого ряда. Также на капельку клея.
Дальше опять симметрично первому ряду клеим третий ряд лепесточков. Смещаем лепесточки на несколько миллиметров к центру. Чуть-чуть ближе клеим, чем предыдущий ряд. Уже ближе к серединке, немножко внахлёст, я клею лепестки. Четыре лепесточка еще оклею серединку розы. Так вот потихонечку наращивается объем нашей розочки. И совсем скоро она примет свой окончательный вид. Немножечко можно подпалить и сделать покороче наше основание и помещаем розу на термоклей в самый центр. Распрямляем. Убираем ниточки клея, и осталось только посадить розочку на какую-то основу, будь то брошка,
шпилька для волос. Диаметр розочки маленький, небольшой. Такие вот получаются красавицы. У меня есть заколочка. Установлю фетровый кружок на спинке заколки при помощи термоклея. Вот такие вот 2 заколочки у меня сегодня получились, друзья. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, делитесь рецептом розочки с друзьями, занимайтесь творчеством на здоровье. Всем желаю творческих успехов. Пока-пока.